Самая богатая страна Африки – Сейшельские острова. Ее экономика базируется на туризме. А 40 самых бедных стран мира находятся в экваториальной Африке. И это несмотря на огромное количество полезных ископаемых, прекрасный климат, почвы замечательные и многочисленное население. Давайте будем разбираться, почему же они бедны. Африканские экономики базируются на экспорте нефти, металлов, редкоземельных металлов, алмазов, золота. Кроме этого, экспортируется большое количество бананов, фруктов, арахиса и других сельхозпродуктов, тех же самых какао-бобов. И все это должно создавать богатство африканской экономики. Но деньги от экспорта этих товаров не доходят до основного населения. Они оседают в карманах правителей, вождей племен, президентов стран и их окружения. Поэтому главная беда Африки – это недостаток средств, которые направляются на образование, здравоохранение, просто экономическое развитие. Почему это происходит? Главная беда Африки – это трайбализм, клановость, коррупция и криминал. Трайбализм – это враждебность между племенами. Она накладывается на колониальное наследие, которое досталось африканцам в политической сфере. Итак, демократия. Выборы, которые проводятся в африканских странах, выигрывает вождь одного из племен. И пока его племя, его трайбл находятся у власти, они набивают карманы, они занимаются коррупцией. Мало того, те средства, которые они наворовали, они выводят за рубеж. Они отправляют их в Лондон, Париж и другие финансовые центры. А что остается людям, живущим в их странах? Ничего. И вот это беда Африки. Вторая беда Африки – это то, что эти самые кланы еще сильно враждуют между собой. Причем враждуют до такой степени, что война – это естественное состояние африканской политической сферы. Откуда берется война? Правильно, если досталась власть одному вождю племени, другому не досталось. И он хочет ее получить. А как ее получить? Начинать конфликтовать с центральным правительством. За ресурсы, за то, чтобы прийти к власти, и теперь уже, чтобы его племя набивало карманы и использовало ресурсы своей страны. Надо сказать, что трайбализм, традиции вражды, они имеют тысячелетний характер. В Африке это традиционная традиция такая. И чтобы вы поняли, до какой степени племена ненавидят друг друга, приведу пример императора Центральноафриканской империи Бокас. Сейчас эта страна называется Центральноафриканская республика. Но лет 10, по-моему, даже 15 тому назад, это была Центральноафриканская империя. И был император Бокаса, который пригласил к себе русского повара. И когда русский повар сбежал, всему миру стало известно, что в холодильнике у Бокаса хранятся останки вождя другого племени. То есть съесть вождя другого племени – это нормальная традиция трайбализма. И еще одна главная проблема Африки – это люди. Точнее, их количество. Рождаемость в Африке бешеная. И людей прибавляется с каждым годом все больше и больше. А работы
больше не становится, как вы уже знаете, да, деньги уходят из страны, и, соответственно, страна не развивается. Но кроме этого, еще есть проблема грамотности населения. В Нигере и некоторых других странах экваториальной Африки более 50% населения не умеют ни читать, ни писать. Почему? Ну, элементарно. Просто нет школ, учителей. Как можно научиться читать и писать? А что может неграмотный человек делать в экономике? Или тяпочкой тяпать на огороде, да? Или с автоматом Калашникова бегать и воевать. Вот все, что он может. Разве так становится богатым? Ну, а теперь о работоспособности африканцев. Климат теплый. Одежды не надо. Жить можно в шалаше. Достаточно рогатки, чтобы убить птицу, сварить ее, покушать, потом сбить кокос, попить. И зачем тебе работать, если тебе, собственно, природа все дала, все дала. Ну, поэтому, давайте, почему они не очень-то работоспособны? Да потому что они всю жизнь жили в раю. Так делаем выводы. Экваториальная Африка и ее страны бедны по 4 главным причинам. Это трайбализм, клановость, коррупция и криминал. Все эти причины приводят к многочисленным войнам, этническим и религиозным конфликтам. Плюс большие социальные проблемы, связанные с низким уровнем образования населения, с низким уровнем здравоохранения и массовой безработицы. Вот это и есть главная причина бедности в Африке.